Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим такие масштабные копии, которые, на мой взгляд, не стоят заявленных денег. И, конечно, здесь очень много условностей. Я лишь выскажу свою точку зрения, постараюсь ее аргументировать, мы взвесим все за и против. Вы можете со мной согласиться, можете оспорить мое мнение, можете в комментариях написать свои случаи из жизни. Были ли у вас ситуации, когда вы приобретали какую-то модель, и после ее распаковки у вас было чувство разочарования. И все эти модели объединяет одно. После того, как я приобрел их в свою коллекцию, у меня возникали мысли, а зачем вообще я их купил и что с ними делать дальше. И, конечно, эти модели я не планирую продавать, но эти модели у меня хранятся в дальней коробке, я их достаю очень редко, в основном для видеообзоров, и у меня не возникает желания достать эту модель, просто поставить ее на стол и любоваться этим изделием на протяжении нескольких дней, как, например, бывает с другими масштабными копиями. Если вам понравится данная рубрика, мы можем ее продолжить, поэтому поддержите видеоролик лайком и оставьте ваш комментарий. И начнем мы с обзора трехосного сидельного тягача МАЗ-515 от производителя Наш Автопром. И мне нравятся ранние модели от НАПа, у них были вполне хорошие КРАЗы, супермазы. 500-е МАЗы изначально были не совсем удачные, у них была переразмеренная кабина, но многие люди на это закрывали глаза, ведь по большому счету это была первая промышленная модель на постсоветском пространстве. И уже после многих лет появились модели от Start-Scale Models, и даже сейчас в журнальной серии «Легендарные грузовики СССР» попадаются старые модели упрощенного НАПа. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Модели сильно упростили, вместо металлической рамы появилась деталь из пластика, и, например, мне пришлось заменить осветительную технику, потому что фары были залиты клеем. Также вы можете видеть, здесь очень неаккуратно нарисованы поворотники. Видимо, краска стекла, поэтому есть разводы. Также различный мусор в лакокрасочном покрытии. Вместо задних фонарей здесь просто красные точечки, ну и другие детали, которые не совсем типичны для масштабной копии в 2021 году. И посмотрел, сейчас эти МАЗы продаются за 1200 рублей. И, конечно, этих денег модель никак не стоит. Иногда в некоторых местах эти модели продают с хорошей скидкой, с громкими лозунгами о том, что это распродажа последних остатков, но подобные явления я наблюдаю на протяжении 5-6 лет, и модели до сих пор в открытой продаже даже с хорошей скидкой. Особого ажиотажа на них нет. И очень жаль, что НАП пошел по этому пути. У них были все задатки стать монополистом в этой отрасли, но сейчас инициативу перехватила Кострома с их автоисторией, Start-Scale Model, с журнальными изделиями, а, видимо, НАП канет в лету. И вторая модель, которую я вам покажу, это автобус ЛиАЗ 677М от бренда «Советский автобус», он же «Сова». Тоже не очень удачная масштабная копия, хотя на свое время она была вполне желанна среди коллекционеров. И эти модели продавали за 1800 рублей. И посмотрел, сейчас обычная гражданская версия продается за 3000. И, конечно, этих денег модель никак не стоит. Вы можете сказать, что и ранний Classic Buzz был примерно такого же уровня, но последние модели от Classic Buzz сильно ушли вперед в плане детализации, а Сова осталась на прежнем уровне, только повысилась цена. И их последние изделия – это обычный перекрас журнальной серии от Madimeo, пластиковые корпуса, поэтому в нынешних реалиях подобные модели я не рекомендую приобретать в свою коллекцию. Следующая модель не так однозначна, это самосвал КАМАЗ от Эликон. И эту модель я приобретал довольно давно, просто как часть истории. И здесь, конечно, играет и ностальгический фактор, и не стоит забывать, что это разработка начала 80-х годов. Но опять же, даже в 2011 году, когда была произведена эта модель, подобные изделия не стоили заявленной суммы. И посмотрел, сейчас нынешние модели от Эликон продаются за 1800 рублей. И для детской игрушки это довольно высокая цена, а для хорошей масштабной
масштабной копии у этого грузовика очень много упрощений. Но, тем не менее, модель довольно интересна, вот именно как часть ностальгического фактора, но, опять же, высокой коллекционной ценности, как советские аналоги, эти новоделы не имеют. И это не самая удачная модель в плане передачи образа прототипа. Здесь не совсем верная светотехника, также по форме не очень правильный передний бампер, желтый пластик, примитивно сделан интерьер, но откидывается кузов и кабина. И вполне хорошая проработка двигателя на начало 80-х годов. И также откидывается задний борт. И на этом грузовике я поставил другие покрышки, потому что оригинальная резина не походила на камазовскую, а это покрышки из набора АВД дополнения. Ну, вот такой КамАЗ, который тоже не раз мелькал в моих видеообзорах. Следующая масштабная копия – это пожарная техника из серии «Наши грузовики», и эти модели продаются за 999 рублей. И здесь очень много упрощений, и это не самая главная беда, а проблема у этих моделей в том, что очень некачественное сырье, из которого они изготовляются. Пластик очень мягкий, он просвечивает местами. Также не очень хорошее качество покраски и сборки. И эта модель по уровню проработки даже уступает ранним изделиям от автоистории. И можно посмотреть на надстройку. Ничего особенного здесь нет. И лучше в этом плане купить старые модели ручной работы. Да, они будут стоить чуть дороже, но во всяком случае у них есть свой шарм. Очень некрасиво смотрится водительская фара, она залита клеем, ну и очень примитивно сделана ходовая часть. И эту модель я выиграл на одном мероприятии, поэтому особо придираться к ней я не имею права, но тем не менее за свою стоимость я бы никогда не приобрел ее в свою коллекцию. И следующая модель от премиального бренда Neo Scale Models. И я большой поклонник как американских автомобилей, так и продукции этого бренда. Но, честно сказать, данный Studebaker Avanti меня очень сильно разочаровал. И здесь даже проблема не в том, что это упрощенная модель по меркам Neo, а в том, что это обычная перепаковка и перекрас более дешевого сегмента, модель в коробочке Best of Show. И здесь даже не удосужились изменить регистрационные номерные знаки, хотя Neo всегда на своих моделях делал разные номера. Если, например, вам попадался один и тот же автомобиль в разных вариантах окраски, у него всегда были другие буквы и циферки. И, кстати, на этой модели у меня отскочил дворник из фототравления. Я его приклеил к подставке и как-то забыл о том, что эту деталь нужно поставить на свое место, и так она у меня и пролежала в коробке. Потому что, еще раз повторюсь, эти модели лишний раз доставать у меня нету никакого желания. И как раз вы можете посмотреть, как сделана эта модель. И у Neo были вот такие выкрутасы, но сейчас, к счастью, они не стали перепаковывать модели от Best of Show, и последние новинки у них выходят только под своим именем и не дублируются в более дешевом сегменте. И, конечно, здесь двоякая ситуация. Понятно, что производитель хочет сэкономить, но когда мы говорим о премиальных брендах, то нужно держать марку. И последняя модель, которую я вам покажу в рамках сегодняшнего видеоролика, это внедорожник ГАЗ Тигр от Start Scale Models. И эта модель продавалась за 2500 рублей. Возможно, сейчас она стоит дешевле. И несмотря на то, что здесь вполне интересный прототип по уровню проработки, эта масштабная копия недалеко ушла от изделий из журнальной серии. И, например, если сравнить этот вариант с тем Тигром, который выходил в автомобиль на службе, то мне вторая модель даже нравится больше. Во всяком случае, у нее присутствует мигалка, но там понятно, другая модификация, но условно, если мы говорим о качестве проработки и интересности самой масштабной копии. И эти Тигры особого ажиотажа не вызвали, и взял себе на пробу
Вот такой вариант, а вторые грузовики уже не было желания приобретать, хотя здесь окрашены сиденья. Но можно сослаться на то, что сам прототип тоже не блещет красотой, но, повторюсь, за эту цену хочется ожидать чего-то более изящного, а здесь очень много упрощений даже для такой простой модели. И вот такие автомобильчики, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеообзора. И пишите ваши комментарии, какие модели есть в ваших коллекциях, что вы думаете о данных масштабных копиях. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.